Добрый день, уважаемые пчеловоды, мои подписчики, гости моего канала. Это пасека Лаврова. Сегодня у нас 25 января. У нас сегодня почти конец января. Это сложный период для пчел, для пчеловода. И я решил навестить мою пасеку и посмотреть семьи, проверить, благополучно ли они зимуют. Это можно определить, прослушивая их, посмотреть, есть ли пчелы около ульев. Почему этот период, январь, сложный? Потому что если в январе появится расплод, а он может появиться, потому что погода в декабре, в январе была непостоянно, перемены, оттепели чередовались с морозами. И вот такая погода, и если плохая вентиляция в ульях, в семьях может появиться расплод. Это очень плохо. В январе появляется расплод. Как это можно определить? Вот вы пришли на пасеку проверять семьи. Вот я сегодня пришел, и надо мне проверить семьи. Что я делаю? Ну, во-первых, я взял специальную такую, придумал прослушивающее устройство. Вот. И буду прослушивать семьи. Как я это делаю? Значит, нужно определить по звуку шума, семья, она в спокойном состоянии или возбужденном. Если там есть расплод, конечно, это будет повышенный шум. Учитывая, что сегодня небольшой мороз, где-то около 4 градусов мороза, поэтому пчелы это не тепло, поэтому они должны быть сидеть спокойно. Если это плохая вентиляция будет, они могут тоже шуметь, пчелы. Поэтому мы определим и покажу я вам, как вот я усилил вентиляцию. Ну, сначала я покажу, как я прослушиваю. Значит, этой трубочкой, вот посмотрите сюда, я отодвигаю защиту. Вот, я вижу, что там пчелки есть. Но литок, в принципе, чистый. Я сразу обращаю это внимание. И саму трубочку я продвигаю в литок и слушаю. Можно немножко, чуть-чуть стукнуть. Если шум возрастающий быстро стихает, значит, в семье все нормально, все благополучно. Решетку я могу не снимать, потому что если вы видите, и если я замечу, что там литок забит, значит, его нужно очищать. Снять решетку и очистить. Такой кочергой я вам показывал раньше. Можете посмотреть мои видео прошлогодние, как я очищаю. И очистить подмор, который осыпается. Если сильно много пчел осыпалось, они могут забить литок. Вентиляция будет плохая. Значит, как увеличить вентиляцию? Что я делаю? Что я сделал? Посмотрите, у меня где-то ноябрь, декабрь и часть января у меня вот эта вот мешковина была закрыта полностью. Теперь я отвернул эту мешковину. Она здесь упирается в боковые стенки. Вот, посмотрите, внутри тихо, чистенько. Все, пчел внизу нет. Я тоже на это обращаю внимание. Подвернул мешковину и крышу на хлопушку, которая расположена на хлопушку. Я ее прикрыл. И здесь у меня вот, видите, пальцы проходят. И вентиляция есть. И если литок очищен, все там нормально, значит будет вентиляция. Эта вентиляция нужна в январе обязательно. Я всегда так делаю. Усиливаю вентиляцию, тогда уже, если там расплода нет, у нее не появится. Усиленная вентиляция,
пчелки, они в клубе сидят. Вот. А вот если будет вентиляция слабая, значит пчелы будут нагонять температуру, будет испарение, много влаги там, и это будет провоцировать матку на очервление, и появится расплод. А так нам надо, чтобы вот дотянуть до конца февраля. В конце февраля уже допустимо, чтобы был расплод, там уже дело пойдет нормально. Там пчеловод справится, может подкормить, если не хватать будет корма. Вот, пчелы сами справятся при помощи пчеловода. Ну а хорошо, если это вот до марта дотянется. Вот. А некоторые семьи и до облета главного терпят, и только потом появляется расплод. Ну, в принципе, там уже все будет хорошо. Если вот январь мы пчел спасем, когда расплода не будет, тогда все будет хорошо. Вот что я вам хотел сказать. Мы вот так все семьи пройдем, увеличим вентиляцию, посмотрим решетки, где надо решетки снимем, почистим. Вот, прослушаем каждую семью по звуку. Это пчеловоду надо научиться отличать и определять по шуму пчел, определять, в каком они состоянии. Это вот надо пчеловодам потренироваться. А я уже этот опыт имею, поэтому я по шуму уже определяю. Спокойно они сидят, значит, все, расплода нет. Если кто сомневается, можете поднять. Вот посмотрите, я поднимаю вместе с утеплением и руку приложил. Приложил руку. Холодно. Значит, никакого расплода нет. Это на ваше усмотрение. Я вам рассказываю, как я вот делаю и сохраняю своих пчел до весны, чтобы они у меня сохранились. Да, действительно, я не хожу каждый день, тут не поднимаю, не слушаю. Зачем их тревожить? А вот в январе, вот это время, где-то середина января и уже там немножко дальше, надо их проверить, пчел, посмотреть. У меня уже проверено, я посмотрел, все нормально, благополучно. Слава Богу, мы перезимуем эту зиму, до весны дотянем, а дальше будем уже дальше семьи уже смотреть, их будем готовить к летнему взятку. Ну вот и все, до свидания. Подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте, участвуйте в комментариях, задавайте вопросы, буду всем отвечать. До скорой встречи. Кроме того, что я рассказал вам про свою технологию, хочу сообщить вам, что группа в Вайбере «Белорусское пчеловодство», так называется группа, приглашает всех пчеловодов в группу в Вайбер. Здесь можно общаться, есть продажа инвентаря, продажа меда, маток, пчел, ульев, воска, вощины. В группе можно получить совет, поделиться опытом. Присоединяйтесь, не пожалеете.